Большинство людей боятся змей, но миллионы людей по всему миру добровольно держат их у себя дома. Почему? Что заставляет человека однажды открыть террариум и понять, что страх исчез? Чтобы ответить на этот вопрос, придется пройти путь, который проходит почти каждый будущий террариумист. Представьте себе глубокую ночь. Вокруг царит абсолютная тишина. Вспышка фонаря выхватывает из темноты тонкую ветку, и среди густой листвы плавно проступает ярко-зеленая тень. Это зеленая бойга. В этот момент у новичка перехватывает дыхание, ведь домашняя змея, оказывается, может выглядеть как фантастическое существо из самого сердца тропического леса. Ее тонкое тело словно растворяется среди ветвей, а огромные глаза придают ей почти инопланетный облик. Особенно удивительно то, что большую часть жизни бойга проводит на деревьях. Она создана для жизни среди ветвей настолько хорошо, что кажется существом из совершенно другого мира. Именно здесь многие впервые понимают: мир змей нас намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Но если в террариумах живут настолько необычные создания, какие еще сюрпризы скрывает этот мир? Ответ обнаруживается в тот момент, когда первый луч утреннего солнца касается чешуи другого существа. Радужный удав не просто переливается на свету, он буквально вспыхивает разноцветным сиянием. Кажется, будто природа решила превратить обычную змею в живой драгоценный камень. Самое поразительное, что эти переливы создаются не краской и не пигментом. Такой эффект рождается благодаря особому строению чешуи, которая преломляет свет словно призма. Это живое произведение искусства, за которым можно наблюдать часами. Но рано или поздно начинающий кипер задается новым вопросом. А существуют ли змеи, которые не прячутся в укрытиях, а готовы постоянно находиться на виду? Тогда в поле зрения появляется следующее существо. Ковровый питон не стремится зарыться в субстрат или скрыться при малейшем движении. Этот рельефный красавец может часами лежать на ветви, внимательно наблюдая за происходящим вокруг. В природе ковровые питоны способны подолгу оставаться совершенно неподвижными. Терпение – одно из главных оружий этого хищника. Он превращается в живое украшение террариума и заставляет по-новому взглянуть на само присутствие рептилий в доме. И вот здесь новичок замечает нечто неожиданное. Владельцы рептилий часто рассказывают о характерах своих питомцев. Неужели змея действительно способна интересоваться человеком? Чтобы проверить это, достаточно познакомиться со следующим видом. Амурский полос мгновенно разрушает миф о полной безучастности рептилий. Стоит подойти к террариуму, и полос уже исследует стекло, следит за движением и внимательно наблюдает за происходящим. Его активность и любопытство заставляют по-новому взглянуть на интеллектуальные способности змей. Среди опытных террариумистов именно активные полозы нередко становятся настоящими любимцами. За ними интересно наблюдать каждый день, потому что они постоянно исследуют окружающий мир. Но если характеры змей могут настолько различаться, то насколько разнообразной может быть их внешность? Природа уже придумала идеальный ответ. Молочная змея при первом взгляде кажется опасным ядовитым хищником. Яркие кольца красного, черного и белого цвета словно предупреждают: держись подальше. Но это всего лишь грандиозный обман эволюции. За грозной внешностью скрывается абсолютно безобидное существо. Многие хищники предпочитают не рисковать и обходят ярко окрашенных животных стороной. Именно на этом принципе и построен успех такого маскарада. Именно здесь становится понятно, насколько удивительным может быть мир змей. Кстати, напишите в комментариях, какая из змей, которых мы уже увидели, впечатлила вас больше всего. Интересно будет сравнить выбор зрителей. А если вам нравятся подобные путешествия в мир животных, можете подписаться на канал. Впереди нас ждут еще более необычные виды. Однако за яркой внешностью всегда хочется найти внутреннюю надежность. И вскоре выясняется, что некоторые змеи стали популярными совсем по другой причине. Королевская змея – настоящий символ выносливости и неприхотливости. Она прощает многие ошибки новичков, обладает отличным аппетитом
и заслужила репутацию одного из самых надежных обитателей домашнего террариума. С ней приходит уверенность. Но когда первые страхи остаются позади, внутри просыпается новый соблазн. Что если сделать следующий шаг и завести дома настоящего гиганта? Многие уверены, что большая змея – это источник постоянной опасности. Но следующий представитель легко разрушает этот стереотип. Императорский удав в своих движениях демонстрирует огромную силу. Спокойную, уверенную и совершенно несуетливую. Держать на руках такое животное значит буквально ощущать мощь природы. Это опыт, который невозможно сравнить ни с чем другим. И все же со временем приходит понимание. Гиганты подходят не всем. Иногда хочется чего-то совершенно другого, чего-то необычного. Тогда на сцене появляется новый герой. Западная свиноносая змея. Настоящая актриса мира рептилий. Вместо настоящей агрессии она устраивает целый спектакль. Раздувает шею, громко шипит, бросается в блефующие атаки, а если это не помогает, падает на спину и притворяется мертвой. Наблюдать за этим представлением можно бесконечно. Это настоящая комедия, которая окончательно разрушает многие страхи и стереотипы о змеях. Но если мир змей настолько разнообразен, какая рептилия смогла стать настоящей суперзвездой террариумистики? Этот титул по праву принадлежит следующему виду. Королевский питон – настоящий феномен, завоевавший сердца миллионов людей по всему миру. Благодаря работе селекционеров сегодня существуют тысячи морф, от снежно-белых до почти полностью черных, с самыми невероятными узорами и оттенками. Для многих коллекционеров поиск новых морф превратился в отдельное увлечение. Королевский питон стал живым искусством. И кажется, что идеальная домашняя змея наконец найдена. Но именно здесь наше путешествие подходит к самой важной остановке, потому что в тени всех мировых звезд остается тот самый вид, с которого начинается история большинства террариумистов. Маисовый полос. Наше путешествие неизбежно привело нас именно к нему. Он не самый редкий, не самый дорогой, не самый крупный. Но именно он чаще всего становится первой змеей в жизни человека. Парадоксально, но именно самая обычная на первый взгляд змея часто полностью меняет отношение человека к миру рептилий. Многие начинают свой путь с одного маисового полоза, а спустя годы обнаруживают, что у них уже несколько террариумов и целая коллекция любимых видов. Спокойный характер, простота содержания и огромное разнообразие окрасов сделали его настоящими воротами в мир террариумистики. Через него миллионы людей понимают главный секрет. Мы начинаем любить змей не потому, что они опасны, не потому, что они экзотичны, а потому, что каждая из них удивляет нас по-своему. И чем больше узнаешь этот мир, тем меньше в нем остается места для страха. Возможно, лучший питомец – это не тот, который больше всего похож на человека, а тот, который помогает увидеть мир совершенно иначе. Ведь самые непонятые существа часто оказываются самыми удивительными. Напишите в комментариях, какая змея из фильма удивила вас больше всего. Если фильм был интересен, поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые путешествия в мир животных. И, конечно, поделитесь своим мнением в комментариях, я обязательно их читаю.